Всем привет! Меня зовут Мила. Долгое время смотрела мастер-классы на ютубе и очень вдохновилась. Даже забросила основное свое шитье и решила сшить новое полотно в стиле Синель, по-моему, оно вроде все-таки. Напишите, кто что думает по этому поводу. И решила показать его вам. Ничего мудреного нет. Основа джинсовая и сложила все, что мне не нужно. Но складывала все эти кусочки, как мы складываем их для синели. У каждого лоскуточка находила косую сторону и выкладывала вот по этой косой все лоскутки в одну сторону. Но, как оказалось позже, не везде это сработало, вот эта вот косая прямая. Как это срабатывает в синели после начесывания, увидите все позже. В общем, подготовила я весь этот бутерброд и простегала на ширину линейки. Линейка у меня 3 сантиметра. Простегала квадратами. Каждую строчку прокладывала 2 раза, потому что ткани много, и начесывать я понимала, что буду долго, и не хотела, чтобы у меня все эти швы порвались. Теперь мне нужно разрезать все до единого слои ткани, кроме первого джинсового. Я вставляю туда распарыватель, делаю дырочку, чтобы ножницы прошли, и аккуратно разрезаю по диагонали квадратик. Одну диагональ разрезала и разрезаю вторую диагональ. Делаю 4 окошечка. После того, как я разрезала 2 ряда, мне не терпелось это начесать и посмотреть, как это будет выглядеть. Но вот то, что я разрезала четко по диагонали, это классно начесалось, как настоящая синель, как она должна в идеале начесываться. Но потом у меня была задумка на этом же полотне разрезать по-другому эти квадраты. И вот там выкладка синели не сработала, потому что разрезала я по прямой, не по косой эти квадраты, то есть не по диагонали. Но после начесывания я просто отрезала вот эти вот нитки, которые длинные были. Эффекта они не испортили, все в порядке. Просто повозиться дольше пришлось, вот эти нитки обрезать. И вот на полотне вот этот средний ряд буду по прямой разрезать, делать окошечки. Потом еще добавлю по ряду по диагонали, разрежу и уже буду равнять полотно. Но понятное дело, повозиться с таким полотном нужно. Потому что, быстро такие вещи не делаются. Вот тяп-ляп, села, там 2 строчки сделала, клеем там лепанула и готово. Нет. Тут нужно время, тут нужно получить удовольствие от этого. И я получила огромное удовольствие, пока разрезала. У меня, правда, палец один устал там. Но эффект именно тот, который я ожидала увидеть. Вот это вот все непонятная, хаотичная ткань получилась. Рукотворное полотно делать, девочки, это по-моему, самое крутое занятие в рукоделии. Вот лично для меня. Я просто обожаю создавать сама полотна из ткани и потом уже пускать их в работу дальнейшую. Вот тут мне показалось, что слишком много белого будет, если я отогну верхний темный фон. И решила вот эти уголочки загнуть вовнутрь, оставить от беленького только полосочки, просто как рамочку, чтобы вот оно вот не белило, а то оно сильно бросалось в глаза, вот эти белые уголки. Я их немножко спрятала. Полотно у меня уже готово к дальнейшей работе. Я его выровняла и оставила тот размер, который мне нужен. Та-дам! Да, девочки, бывает и у меня в голове замыкает, все мои извилины выпрямляются, и я засыпаю все блестками. Не хочу наступить никому на что-то, не хочу никого обидеть, кто любит блестки, пластиковые вот эти стразы. Я это не люблю. Я на своем канале, я у себя дома, я могу сказать, не люблю. Но вот меня мкнет, я не знаю, раз, наверное, в 2 года сделать вот что-то подобное.
Причем сделала я это полотно и просто влюбилась в него. Но это не значит, что следующие все мои работы будут вот в таком стиле. Нет. Это исключение из правил. Как я это все зашивала, я показывать не буду. Ну, что тут показывать? Взяла бусинку, пришила, взяла пайеточку, пришила. Ну, смысл это показывать? Это и ребенок пришьет. В общем, работаю дальше. Поставлю это на подкладочку и с двух сторон обошью бейкой. Милые мастерицы, напишите, пожалуйста, любите ли вы возиться с рукодельными, вот рукотворными полотнами? Любите ли вы из них что-то творить и вообще создавать их? Знаете, я вот встречала одного мастера как-то на выставке. Она очень любит делать вот сама какие-то заготовки. Она говорит, у меня их в стопке. Я их нашиваю, и вот они у меня лежат в комоде, а применить их я не знаю куда. Представляете, вот в голове у человека калейдоскоп какой крутится идей, она все это воплощает в жизнь, а что из них делать, из этих заготовок, она говорит, я ума не приложу. Я ей говорю, продай их кому-нибудь, кто шьет, их купит. Она, ты будешь покупать? Я говорю, я нет. Я говорю, потому что я, говорю, сама делаю, я люблю свои делать работы. Она вынесла пару-тройку как-то на выставку, потом еще. В общем, она их все распродала. У нее просто с руками и ногами отрывали эти заготовки. Они разные у нее были, разного размера были, и большие такие, знаете, прямо вот как коврики такие прикроватные были, и маленькие, как салфеточки, там чашечку, там чайник поставить заварной. Очень круто делала она, очень красиво. Напишите, пожалуйста, у вас как? Любите ли вы делать? Даете ли дальнейшую жизнь этому полотну или тоже складируете в комод? Мне как-то захотелось сделать новые синельные полотна. Я попробовала, сделала, но они мне не понравились. Вот просто, честно говорю, вообще не понравились. Я как-то так их покрутила, повертела, думаю, даже время не буду на них тратить и что-то из них шить. Даже место для них не буду тратить. Я их просто выбросила и все после того, как сделала. Ну, просто поэкспериментировала. Они у меня даже есть на канале, я снимала, их показывала. А вот это полотно, когда я загорелась делать, ну, я прям по правде сказать, боялась, что оно мне не понравится или что оно у меня не получится, так как я его вижу у себя в голове. И мне очень хотелось его сделать и дать ему дальнейшую жизнь, не выбросить его, нет. Вот чтобы была у меня какая-то вещичка из него, ну, моя для души. Вот знаете, такая вот, я ее вижу, я ее трогаю, никому больше не показываю и никуда не ношусь, а вот она такая домашняя. Но вот она у меня получилась именно такая домашняя красавица. Обожаю ее. Стоит на туалетном столике, блестит от этих ламп, все сияет, отражается в зеркале. Девочки, ну красотка, реально красотка. Хоть и это все дешевые какие-то бусинки, дешевый китайский кривулька бисер весь. Я не покупаю никогда дорогой какой-то чешский бисер или какой там еще есть. Ну, мне захотелось что-то повышивать. Я купила пакетик там руб ведро стоит. Повышивала, успокоилась, и все. Остатки какие-то там лежат. Вот все в одну банку ссыпаю остатки. Вот. А когда вот накрывает меня вот таким медным тазом, я начинаю вышивать. Только не пишите вот это цыганщина, потому что это уважаемый народ, но люди очень любят это писать. Вот это, ну я не знаю, зачем это пишут. Переходят на национальность, на личности. Не надо так делать. Я вообще удаляю такие комментарии. Можете писать, все равно я их удалю. Хотела оставить плоскую эту косметичку, но потом подумала, что в нее вообще ничего не войдет и пользоваться ей будет сложно. Решила по бокам вот такие погоны вшить. Но они реально похожи на погоны. Особенно после того, как я их вышила вот всякими блестяхами. Молнию, наверное, заметили, да, что я взяла бэушную. Это с маминой куртки. Единственная молния, как оказалось, которая у меня есть, подходящая по цвету. Вообще нету у меня что-то цветных молний никаких. Нужно будет купить что-то. Вот, как видите, девочки, все детали обшивала косой бейкой.
первую сторону пришивала на машинке, а вовнутрь уже подшивала вручную. И боковинки к основной детали пришила тоже вручную ниткой для джинса толстенькой, 20-кой, и меленькими стежками, чтобы их не видно было снаружи. Ну все, милые мастерицы, закончила я свою прекрасную работу. Довольная осталась от процесса, от конечного результата. Знаете, кто-то прыгает с парашютом, кто-то ходит в кино, а я вот так развлекаюсь. Получаю, вот правда, удовольствие, вот повозиться, посидеть долго, чтобы именно работа долгая была. Я так не люблю быстрые работы, ну просто вам передать не могу. Люблю, когда все это такой нескончаемый, прекрасный творческий процесс. Ну а кто хочет быстро, пожалуйста, все в магазин. Там все быстро, но некрасиво и без души. Недавно был пост в сообществе, что на канале появилось заветное число 50 тысяч подписчиков. От всей души хочу поблагодарить вас лично за это, за вашу поддержку, за ваши комментарии, за доверие ко мне и к моему каналу. Желаю вам крепкого здоровья и блестящих идей в ваших прекрасных головах. Всех люблю, всех целую, всем пока!